Итак, я недавно уже делал видос о новых квестах фракций, но я там не рассказывал о еще одном квесте, который доступен за все фракции. У него много имен: секретный квест, квест смотрителя или же квест на 3 капси. А еще в этом квесте есть 48 альтернативных комбинаций прохождения. Заинтересовал? Тогда смотри дальше. Начать этот квест можно, если ты наберешь любым способом 3000 пси-излучения, после чего приходит непонятное зашифрованное сообщение. Обращаемся с этим вопросом к механику. Ему нужно время, чтобы хакнуть этот уникальный шифр. Тем временем говорим со снабженцем. Такие лаги, баги, коды приходили почти каждому второму, и надо разобраться с этим. То есть расспросите ребят со слухами. Их 3 штуки на каждой базе. Если разговоры ничего не дали, то киляйся и начинай опять говорить. Рано или поздно диалог прокнет. И если честно, этот квест меня пиздец как выбесил. Прям сильно жопа сгорела, но обо всем по порядку. Если ты ищешь надежный способ пополнить свой баланс Steam, а также с минимальной комиссией на рынке, то рекомендую заглянуть на PlayRock. Здесь ты просто вводишь свой логин Steam и сумму пополнения, после чего выбираешь способ оплаты, и деньги уже через пару минут будут на твоем аккаунте. А само пополнение доступно в разных валютах, с самыми разными способами оплаты, начиная с карт, заканчивая криптой. Помимо Steam, на PlayRock ты можешь найти ресурсы или подписки на более 400 разных игр и приложений, от каких-то Майнкрафтов до Доты, Фортнайта или чата GPT. Ссылочка в описании. После завершения дел со слухами возвращаемся к механику. Рассказываем, что есть еще такие ребята, которых эти глюки с ума сводят. И дальше нам нужно будет либо на север, либо на юг искать сигналы. Нужно нажать красную кнопочку и запустится таймер, во время которого нужно будет найти сигнал. Это пиздец. Я потратил минут 40, лутая сигналы в притоке, и всегда попадались только обычные, и все. После этого я пошел в могильник. Там также нашел пару обычных сигналов, но благо один таки оказался ведущим к нужным дверям. Заходим в подвал, и тут будет подвешенный труп. Осматриваемся, и тут на нас нападает Абол. И какой бы диалог ты ни выбрал, все равно начнется сражение. Но тут есть еще вариант. Когда мы его почти убили, можно добить или пощадить. Я выбрал пощадить, и другие альтернативы покажу позже. Сперва разберемся с этой линией. Суть в чем? Эти ребята также ловили сбои в ПДА, но их всех кокнули. А он подумал, что это мы сделали. Даем ему аптечку, а он нам тушенку. После остального диалога идем к волкодаву в бар, ловить предполагаемого мутанта. Точнее, сделать для него ловушку. Но волкаш отправляет нас к диггерам. Говорим с болтом. Он дает 2 квеста на прикопы. Один на лом и медь, второй на другие запчасти и аккумулятор. И это ёбаный ад. Буквально худший квест. Абсолютно худший в СК на текущий момент. А фишка в том, что этот лом пиздец как долго спавнится. А помимо этого здесь бегает 20 рыл на квадратный метр. И нужно найти 10 прикопов с ломом, которые ресаются 5 штук в час. Помимо этого здесь как бы респаунятся еще и прикопы с аккумулятором по 30 кг. Их нужна 1 штука, но находить ты их будешь чаще, чем лом. А еще обычные прикопы. В итоге на этот лом у меня ушло 2 ёбаных часа. Это, конечно, пиздец. Сейчас, когда я делаю этот видос, начались техработы ночные. Возможно, этот момент пофиксят, но пока имеем, что имеем. Когда я собрал все, оказалось, забыл 2 соленоида, которые тоже так-то ультра редкие. Купил на аукционе, но забыл, что тут нельзя забрать почту и чекать персоналку. Пришлось бегать еще на базу и обратно. В общем, сдаем все это дело и крафтим ловушку. Тут можно выбрать на рандом, прогрессия не сбрасывается. Дальше идем на север говорить с обломом. Он уже поймал некого неизвестного. Но это тупо типичный фанатик. Выслушиваем его бред и соглашаемся пройти загадку. Абол, конечно же, недоволен, но мы его успокаиваем, чтобы не убил того типа. Дальше на стартовой локации спускаемся в данж. С невидимым кровососом. Чё? На самом деле все так задумано. Чтобы увидеть и убить кровососа, нужно напитаться пси. Убиваем, звоним Аболу и сообщаем координаты. После чего прыгаем в пузырь, оказываемся в еще одном данже, где говорим со смотрителем. Короче, всю эту бредятину я пересказывать не буду. Там еще что-то связанное с князем, но похер. Главное, что у нас тут 2 выбора. Убить его или заключить, так сказать, перемирие. В этот раз я выбрал мир, но Абол появился за спиной и был недоволен. Дальше появляется еще и Нерва.
Это друг, которого искал Абол, но ему промыли мозги. В итоге я убиваю Абола и получаю от смотрителя это. Теперь альтернативы. Если убить Абола, можно подробно осмотреть тело. Но потом возвращаемся к механику. Оказывается, он не смог это расшифровать. Так что нужно к лучшему хакеру обратиться. Это спот, что в баре, или Деп. Чекнул Депа сперва. Согласился выполнить его дело. Потом пошел к споту. Он, оказывается, был занят. Оставалось только идти к Депу. Он уже был и жив, и мертв, как кот Шрёдингера. Потыкав потом на рычаг, я выполнил его квест. Но таки теперь он все-таки умер. Убил его неизвестный фанатик. Тут также есть выбор, убить его или нет. Я убил. После чего опять данж с Сосычем и смотритель. В этот раз я решил его убить. Но сперва нужно было убить Нерва. Обузим его как сучку. А после и смотрителя, который тоже нападает. Взаимодействуем с компом и в убежище получаем награду. Вообще здесь по сути главные развилки 4 штуки. То есть спасти Абола, убить смотрителя. Или сначала спасти Абола, но потом его убить. Или убить Абола, а потом либо убить смотрителя, либо договориться. Но есть еще альтернативы, которые не влияют так сильно, но они есть. Это вариант с убийством неизвестного. То есть при каждой комбинации можно еще выбирать, убивать его или нет. Насколько я заметил, это кроме драки с ним ничего больше не меняет. Но тем не менее, таким образом получается уже 8 комбинаций, которыми можно пройти. Но есть еще. Когда мы доходим до квеста спота и другого чела, для каждой фракции это будет разный тип. То в общем тут можно сначала выполнить либо квест спота, если сначала поговорить с ним, либо же квест другого типа. После любого первого второй будет уже недоступен. Таким образом комбинаций становится уже 16. Как я это считаю? Это просто комбинации. Смотри, есть 4 выбора. Это выбор с Аболом, далее незнакомец, убить или пощадить. Далее спот или другой тип, какой квест делать первым. И последний это выбор со смотрителем. Каждый можно определить как 0 или единицу упрощенно. То есть убиваем Абола, выбираем спота, убиваем незнакомца, убиваем смотрителя. Это одна комбинация. Вторая будет такая же, но со спасением смотрителя. Третья будет такая, 2 первые те же, но щадим незнакомца и убиваем смотрителя. А 4 щадим его. И так далее можно сделать 16 комбинаций. Но я немного слукавил. На деле их не 16, а 12. Так как если спасти Абола, не будет альтернативы со спотом и другим. А если учесть, что для каждой фракции свои персонажи, не все, но некоторые, то получается 48 комбинаций прохождения квеста в общем. Возможно, я что-то упустил, потому что еще маленькие выборы по типу дать Аболу аптечку или не давать, я их не стал учитывать. Я прошел только 5 раз, уж сорян не хотел проходить варианты с блядскими прикопами, ибо это пытка. Поэтому не могу с уверенностью сказать, поможет ли Абол в драке со смотрителем. А, еще, кстати, Абол будет разный в зависимости от того, за кого вы проходите. То есть, если за долг, то он будет заветовский, если за наймов, то свободовский и так далее. На этом все. Если будет что добавить, пишите в комменты.